Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Я вспомнил об одной интересной сборке, но не факт, что у меня в этой игре получится реализовать эту сборку. Но сборка звучит следующим образом. Я хочу попробовать Керри Лину через 4 бога и, соответственно, через энергию жрецов. У меня будет ярко выраженный Керри. Его, конечно, можно заменить на кого-то другого, но я хочу именно попробовать через Лину и максимально раскрыть ее потенциал и еще сделать это под нового героя. Короче, ребят, давайте, усаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего соответственного дня. Не забудь поставить свой лайк, а если ты не подписан, то обязательно подпишись. Ну, вдруг такие люди еще есть, кто на меня не подписан. Так что давай, ребятки, лайк, коммент, плюс подписочка, все, шикарно. Погнали. Теперь давайте погрузимся в нашу скиллозависимую игру. Старт у меня на самом деле, ну такой себе. Возьму палку для скорости атаки. Кстати, сегодня, ну для вас это сегодня, для меня это будет завтра, выходит патч баланса. Если кто вдруг не знает, что там поменяли, то в моем телеграм-канале есть вся информация. Плюс я сделаю еще обзор на канале, но он, скорее всего, выйдет завтра. Для вас завтра, естественно. Вот, для вас завтра, потому что в день выхода патча я буду сидеть и разбираться в нем. Ну и вдруг кто не знает, то, к сожалению, у меня на улице проводятся ремонтные работы. У меня отключают свет с 8 утра до 6 вечера. И у меня очень мало времени остается для того, чтобы и записать вам контент, и изучить патч. Ну, короче. А при том, что я еще и работаю 2 через 2 с 8 до 8. Ну, как-то так. Эх. Я ж немножко взгрустнул. Так хорошо начал, весело, интересно. А по итогу под конец что-то аж как-то грустинку поймал. Так, берем клевер. Я хочу, чтобы мне упала сейчас панда. Очень этого хочу. Хочу поставить гоблинов. И хочу достать минера. 100% хочу достать минера. Кстати, можно будет вместо Кириллины сделать Керри минера. Ну тогда надо будет 6 богов ставить. Ну там, короче, придется еще жестко так попотеть, чтобы через этого минера поиграть. Намного легче поиграть через Лину. Скажем так, это гарантированней будет. Ну посмотрим. Инча, конечно, обалденно мне пришла. Так, ставлю селедку. Предметы в селедку закидываем. Что там у нас упало? Молот грома берем. Молот грома мы берем, потому что у меня и предметы подходят под этот молот грома. Сейчас объясню почему. Сейчас вот так сюда. Ну, я думаю, так будет посильнее. Жалко, у меня нету бафа воинов, было бы еще сильнее. В общем, почему я беру молнии и почему я даю предпочтение в текущей ситуации молнии? Во-первых, селедка с руки наваливает, будь здоров. Так навалит, что там караул хавайся. Так вот, во-первых, селедка наваливает с руки, у нее очень много урона откуда-то. Ну, тычка, да, у селедки тычка добротная. Плюс танчик такой есть, который бьет физическим уроном. Ну, в общем, просто приятный герой. И, соответственно, есть вероятность, что прокнут молнии. Тут, к сожалению, у меня молнии вообще ни разу не прокнули, что удивительно. 1200 урона, это все физический урон. И ни разу не прокнули молнии. Но даю предпочтение молниям, потому что молнии нормально так наносят урона магического. Я бы даже сказал, космические цифры зачастую выдает. Может, это ранний баф людей еще будет сверху? Поставил баф воинов. Пригодится. Там есть демон, конечно. Неприятно. Но я думаю, мы с ним справимся каким-то чудным образом. Ну, в общем. Да. Так о чем это? А, я про селедку говорил. Я задумался немножко. Знаете, чуточку задумался. Прям на пол шишечки. В общем, селедка реально прикольная. Смотрите, как молнии прокают. Просто половина моего урона это все молнии. И вот поэтому я и говорю, что молнии второго тира это лютая имба. А если вы играете на охотниках, то молнии второго тира вообще ни в коем случае нельзя скипать. Молнии второго тира прям нормально так будут наваливать. Короче, ничу, продаю. Беру селедку. И тиника, кстати, возьму. Тиника поставлю вместо Акса. Так как Тиник и с руки нормально бьет. Да, у него там скорость атаки такая себе. Но зато он еще и может через бедро опрокинуть. Навесить стана и нормально так урона вкинуть. Ну, в общем, приятный перс. Есть, конечно, намного приятнее персы. Например, я бы очень хотел увидеть Хускара вместо условного Тиника либо Пуджа. Кто вдруг не знает, вот этот воин-нежить это Пудж. Кто вдруг не знает. Я думаю,
Мало таких людей, кто не знает. Он на себя вообще не похож. Но, в принципе, догадаться несложно. Это единственный герой, который кидает свой хук на миллион километров в самую дальнюю цель, оглушает на 4,5 секунды. В общем, там такой стан лютый. Так. Вообще, на самом деле, мне хочется гоблинов-мехов записать. Очень хочется гоблинов-мехов записать. Вот прям невероятно хочется записать гоблинов-меха. Кстати, вчера на канале была вырезка со стрима. Я об этом сообщал в своем телеграм-канале. Все на самом деле просто. Почему я так сделал? Я там написал в своем телеграме, почему. Ну, у меня тупо не хватило времени после стрима отснять вам какой-то годный контент. Вообще. Я попробовал 2 трая. 2 трая меня вынесли вперед ногами настолько сильно, что я прям прозрел. Увидел невероятное прозрение, так можно это так назвать. И на самом деле мне бы продать половину стола и выйти в 30 монет. Но я этого вообще не хочу делать. От слова совсем. Не хочу это делать, потому что... Ну, сильные герои у меня здесь есть. Если селедка в 2 звезды придет, это будет приятный персонаж, который будет наваливать с руки, будь здоров, под молниями, под палкой первого тира. Там и скорость атаки будет очень приятная. Вот у селедки что-что, но скорость атаки у нее довольно-таки приятная, даже без предметов. А с предметами там вдвойне будет приятнее. Вот посмотрите, какие куски отрывает. Просто, ну, ну. Стан от Пуджа на 4,5 секунды. Просто насколько жестко этот стан зарешал, видели? 4,5 секунды. Ёперный театр, а мне еще Лина в 2 звезды пришла. Так вообще... Сюда. Это нам надо. Это по-любому нам надо. Можно было бы поставить себе немного бафа магов с помощью цемочки и агра. Но мне нужна стенка. Алина с руки, в принципе, и так сможет навалять. На первом месте у чувака легионка в 2 звезды. Знаете, в чем огромный минус? Здесь... Ну, мне Лина как бы сейчас пришла довольно-таки рано, но не факт, что она потом будет приходить так же хорошо. На 6 уровне я буду ролиться, потому что на 6 уровне будет у меня шанс выпадения на фигуры 2 тира 40%. И в идеале бы заблокировать воинов. Ну тоже, если я заблокирую воинов, я слишком много денег потеряю. Слишком много денег потеряю. Типа, там 20 плюс монет я потеряю. Кстати, а вот у Лины посмотрите, сколько магического урона. Не понял. А что ты так хорошо приходить начал? Панды вообще нету даже на горизонте, даже рядом и близко не видно эту панду. Оставил Трентая Резака, потому что, во-первых, у меня скоро будут эти мехи. Ну, если, конечно, придет еще один герой. У меня будет мехи. И, соответственно, можно будет поиграть через мехов. Если сейчас раунд проиграю, продам либо тролля-жреца, либо же орка-шамана. Я его даже не знаю, кого лучше продать. Просто, а если мне придет 3 шамана ранних? А вдруг сейчас будет панда? Эта панда мне упадет, она присуммует нефритового генерала, и я получу еще 2 шаманчиков. Можно будет 3 шамана поставить. Ой-ой-ой, как же Резак хорошо просто прокрутил. Лина умничка. Лина умничка. Золото, не Лина, просто... Уф. Горячая штучка. У меня есть шикарная идея. Раз так хорошо мне Лина идет, давайте ее все-таки реализуем, а? Тут сумка Пандамена есть. Есть мастерская Бума, аптечка, реликвия яиц и хаотичный договор. Еще и дух пятерка, кстати, в этой игре есть. Короче, мы реально можем спокойно реализовать сейчас Лину в 3 звезды, потому что она довольно-таки мне хорошо идет. Может, это, конечно, бог рандома надо мной издевается, такой говорит: Саня, ну ты там слишком губы не раскатывай. Я вот тебе сейчас ровно 5 лин даю, а дальше делай, что хочешь. Вот так вот. Либо же Лина мне рано придет, но предметы вообще будут ужасные. Короче, сейчас мы это увидим.
Баф людей пришел и баф... Баф мехов есть. Блин, а что делать-то? Аптечку священника я не хочу рандомить. На первом месте у чувака стол очень сильный. Тут даже гадалки не ходи, у него прям невероятно сильный стол. Вот так вот пока что сделаю. Так вот рольну предмет. Есть еще один клевер, но брать не буду, потому что панда мне не упала. Ну, магический посох, в принципе, пойдет. Ладно, шаман, идите гуляйте лесом, короче. Ну, возможно, это ошибка, то, что я сейчас вот так вот шаманов послал куда подальше. А возможно, не ошибка. Вот тут уже кто знает. Типа, они могли реально прийти мне довольно-таки рано, 3 шамана. А, скорее всего, по закону подлости, мне сейчас должен упасть солнечный шаман. Чекайте. Не упал, ничего себе. Ничего себе. А, что такое? Зато панда упала. Панду клевер мы засунем. Ну, баф людей я продам. Баф людей мне не нужен по факту. Зачем мне баф людей? Мне 6-й уровень нужен сейчас по максимуму. Чтобы просто как можно быстрее найти себе Лину. Я бы, конечно, хотел еще заблокировать себе синергию воинов, но... Дорого заблокировать себе синергию воинов. Очень дорого. А ничего больше я и не заблокирую. Из такого вот, где больше всего героев 2-го тира, это только воины, по сути. Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, только воины. Я уже так часто смотрел на эти иллюстрации, что, по-моему, только воины имеют больше всего фигуру во 2-м тире. Может, кто-то, если что, поправит меня в комментариях. Но я более чем уверен, что воины. Именно воины больше всего имеют фигуру во 2-м тире. 100%. Охотники нет. Убийцы нет. Только воины. Кунка. Еще и Рубик есть, кстати. Блин, ну то, что мне Кунка так рано пришел, это вообще золото. Ладно, я спешить не буду. Там у него винстрик. Стол у него огромный. А, у него хаотичный договор. Ну ладно. Значит, берем. Или не берем. Ладно, берем мастерскую бума. А, ну да. Вопросов не имею. Ой, ну да, ну да. Один антимаг ни в коем случае не дисбалансный. Нет. Самое жесткое это то, что в следующем патче его даже не затрагивают. Это такой бред. Просто чел, по сути, меня вынес одним антимагом. Орк-жрец пришел. Сейчас у меня клевер валяется бесполезно. Не знаю, орк-жрец как бы пришел. Хочется взять этого орка-жреца. Где-то меня дурят. Ой, дурят меня где-то. Я, наверное, не буду брать орка-жреца. Вряд ли его быстро соберу даже в 2 звезды. А по сути мне кто нужен? Мне нужен дух пятерка. Новый герой по-любому. Вот 2 шамана, которые мне кровь из носа необходимо. А 3-й шаман... А 3-й шаман это получается будет богиня. Да, орк-жрец сюда даже не вписывается. Блин, я не хочу, я так много денег потеряю, тут еще и рыбалки нету. Если бы здесь хотя бы рыбалка была, я бы, ну, знаете, как-то... Короче, поехали, все. Я не хочу тратить миллион денег. Я верю свято в то, что мне Лина придет довольно-таки быстро. Ну, нового героя нашел, допустим.
О, успел. Я думал, сейчас не успею. Так, ладно, баф гоблинов-мехов уже можно, в принципе, откидывать. Единственное, что оставлю себе Тинкера. И сейчас после этого раунда я паролю предметы. Хочу попробовать найти предмет 3-го тира. Это посох 3-го тира. Магическую призму. И драконий рог. Вот эти вот 3 предмета мне необходимы. Под мою лину. Можно, конечно, вместо драконьего посоха найти себе мифриловый доспех, что тоже, в принципе, хорошо будет смотреться. Все это хрень, конечно же, естественно. Хотя... Медальон на возврат урона неплохо смотрится. Угу. Тинкера одобряем. Ну, солнечный шаман пришел. Ни грамма не сомневался, что именно солнечный шаман ко мне придет. Гоблинов, мехов и... Я пока, наверное, продавать не буду гоблинов, мехов. Яйцо пришло под мою лину как раз. Отлично. Хотя, может, продать? Ладно, продам, короче. Короче, продам. Можно, кстати, 4 бога будет поставить, но пока не буду ставить 4 бога. Хочу посмотреть, как по 2 богами буду, потому что у меня все-таки есть Тинкер, и у меня все-таки есть Огр. Они вдвоем будут кастить, будь здоров. Есть, конечно же, еще и помеха, это в виде Рубика, который, ну, по-любому бесполезную способность украл. Он Бэтрайдера способность украл. Удивлен? Да не грамма. О, Лина. Так, ну мне по сути нужна всего лишь одна Лина, пожалуйста. Бог рандома, не подведи меня. Дай мне довольно-таки рано Лину, прошу. Так, мастерскую бум активирую. Сейчас хочу попробовать предмет 3-го тира найти. О, посох 3-го тира. Прекрасно. Посох 3-го тира — это то, что доктор прописал. Осталось теперь только найти Лину. Ну и, кстати, я поставлю себе 4 бога. Все-таки посох 3-го тира у меня имеется. Так, отхил. Жрица, отхил. Хорош, жрица. Нормально сейчас, кстати, отхила заваливает эта жрица. Это, конечно, мне не помогло, но я хотя бы на несколько гур больше снес, нежели мог. Мог намного меньше снести фигуры. Я же говорю, это какой-то закон подлости. Вот теперь Лина начала туго идти ко мне. У меня 18-й раунд. Возможно, если бы я воинов заблокировал, мне бы Лина намного лучше шла. Но как по мне, это бы не сработало. Хотя, по сути, никто Лину даже не покупает. Ой, короче. Это просто закон подлости. Закон подлости в собственном соку. На самом деле, мне теперь нужно только магическую призму найти и желательно все-таки драконий рог. 2 этих предмета зарешают всю игру. Рубик, кстати, украл лагуну. Вор. А, на орка жреца все-таки куплю, они неплохо идут. Чтоб всегда так на 6-м уровне шел орк-жрец. Лина вообще с натяжкой шла. Зато орк-жрец просто во всю катушку падал. Там уже Хана нашли, кстати. Не знаю, я хочу Аграссию 3 звезды собрать, но не буду. Не буду, потому что слишком очень много он будет требовать. Мне его даже некуда будет поставить. Хотя на самом... Хотя... Если сейчас на 20-м раунде мне упадет аптечка священника, мы можем заюзать аптечку священника, и если дальше все будет более-менее хорошо, то мы можем эту аптечку священника использовать на 200%. То есть мы можем спокойно взять себе здесь 12 уровень, поставить себе, так как есть хан, поставить себе 4 горна, 4 бога. Если будет 6-й бог, то можем 6 богов поставить, 4 горна, и играть через Лину дальше. Можем же? Можем же. На первом месте, кстати, парень будет играть через рыцарей плюс древних.
Берсерка уже нашли. Свена там уже нашли. Проявление скилла на 9 уровне. Ясно. Удивлен? Честно, ни грамма. Ни грамма не удивлен. На самом деле это, ну, как-то немного все-таки обидно. Так, а по-моему, зря я баф людей продавал так-то. Ладно, Огр, погуляй, пожалуйста. Теперь мы поставим себе жрецов. Сделаем послабее стол, чтобы гарантированно проигрывать. Мало ли там кто-то на первых местах тоже такой же гений, как и я, будет. И просто заюзает аптечку священника и сделать себе 12 уровень спокойно. Но судя по тому, что они прям до талого собираются воевать, этого не будет. Ну и хорошо. Для меня это будет лучше. Для меня это будет только лучше. Все. Сейчас просто берем, спокойно размениваем свою хп. Хотя 6 уровень у меня. Я, наверное, много хп потеряю, но хотя бы я потеряю во благо. Все-таки у меня будет аптечка священника. Смогу как можно быстрее выйти. Как минимум даже в 10-й. Ну, плюс... Хотя, может, мне все-таки стоило попробовать позбивать эти винстрики. Я просто не уверен, что с Линой в 3 звезды мне хватит урона вынести, допустим, вот первое место. Чил вообще там на нежити играет. Просто посмотрите на его стол. Он сидит в 50 монет плюс, у него весь стол в 2 звезды. Ну, только парочку там фигур, не в 2 звезды. Самые жесткие фигуры в 2 звезды. Новый герой, Абаддон, Бабка. Вот эти вот герои, все в 2 звезды. Кому душу продал? Без понятия. Да. Но зато когда мне придет коса, и будет у меня довольно-таки сильный стол, то я спокойно смогу забрать у него винстрик и получить 1 000 000 опыта. Мне, конечно, не нравится то, что там парень так легко нашел себе Свена и Берсерка. С помощью этих фигур он может многое натворить. Допустим, он может спокойно рыцаря зафармить и получить 1 000 000 опыта. Ой, 1 000 000 опыта. 1 000 000 денег с него. Ладно, самое главное, чтобы мне сейчас предметы падали как надо. Вот посох 3-го тира мне упал с 1-го раза. Сейчас самое главное, чтобы не упал еще предмет магическая призма и драконий рог с 1-го раза. Упадут 2 этих предмета, будет все. Просто разрыв лютый. Самое главное сейчас не перетерпеть, потому что хп у меня не так много. Много хп я не могу разменивать. У меня 42 хп на секундочку осталось. Была бы, знаете, это какая-то обычная игра, и было бы у меня вот столько же хп на 20-м раунде, как я... Кстати, я рольну сейчас предметы, все-таки попробую предмет 3-го тира найти. Ну, понятно, ясно. Удивлен, ни грамма. Ну ладно. Поставлю сейчас Нину, чтобы хп экономить. В общем, была бы это обычная игра. Был бы у меня где-то на текущей стадии игры, ну, 9-10 уровень. Я бы спокойно заюзал бы аптечку и разменил бы свою хп. Уже давным-давно был 12 уровень. Ну ладно, не давным-давно, я всего лишь сколько там, 30 хп потерял пока. Ну все же. Это могли быть потенциальные 30 опыта. Знаете, был бы старый Гримтач, можно было бы собирать под текущую лину старого Гримтача. И старый Гримтач накидывал 3 звезды по 8 целям чернила. И лагуна летела по всем 8 целям. Кстати, спасибо, баф людей довольно-таки быстро пришел. А самое главное, оперативно. Правильно? Я так тоже считаю, что правильно. 3 ведьмака играют, и все хотят играть через Свена. Вот это у них баталия будет. Чел, конечно, там, который собрал себе ТБ в 2 звезды. Что это за подсказки? Откуда эти подсказки взялись? Надо будет потом настройки перепроверить, чтобы они больше не выскакивали, эти подсказки. Но, в принципе, советы шикарные. Как обновлять магазин? Чисто такая подсказка. Не знаю, чего она вообще включилась. Это подсказка? Так.
Бог рандома, не подведи меня сейчас. Дай мне с первого раза магическую призму, либо драконий рог. А лучше и то, и то. Кто-то уже медальоном запасается спокойно. Уже читают меня заранее, хотят поставить против меня медальоны, чтобы я с жрецами не играл. Но за такое количество баночек, в принципе, я неплохо хп сэкономил. На первом месте взял косу себе и держит до сих пор винстрик. Он этот винстрик держит для меня. Сейчас на 30-м раунде я получаю себе косу. И с помощью этой косы я его выношу. Вот это будет гениальный мув. Но это будет красиво, если так получится. Будет очень некрасиво, если не получится. Оп, драконий рог сюда. Это нам надо. Это хорошо. Так, это сюда, это мы уберем. Закинем каплю, посмотрим, что эта капля принесет. Надеюсь, это будет не бесполезный предмет. Ставлю уже жрецов себе немного. Сейчас я буду брать 2 фигуры под контроль. Кто, кстати, ребят, не знает, как работает синергия жрецов, то все на самом деле просто. Сколько фигур у вас не хватает на доске, и сколько у вас есть жрецов, тем, соответственно, будут столько фигур браться под контроль. То есть у меня сейчас есть на столе 3 жреца, но у меня есть 2 свободных места. И сейчас будут браться жрецы, точнее, жрецы будут брать под контроль вражеские фигуры. А конкретно 2 фигуры. И будут, скажем так, начиная с самых дорогих. Сейчас самые дорогие жрецы у меня это зомбарь. Ну, там богиня света и орк-жрец они одинаково сейчас стоят. Поэтому там уже 50 на 50. Кто ближе, тот и возьмет, смотрите. А не, немного по-другому. А чё, а как так? А как так? Это какой-то непорядок. У оленя стырил его сумоны. Я думаю, он немножечко разочарован все-таки таким поворотом событий. Нет, там чел нормально фармит, кстати, всех. Мне это нравится. Пусть фармит и дальше. Тот винстрик, который он готовит для меня, это идеальный будет подарок. На самом деле, без магической призмы понял все. Боже. Ну, можно сказать, что почти с первого раза я все предметы нашел. Теперь под магической призмой у меня будут лететь 2 лагуны. Если будет у меня, допустим, Хекс 5 тира, там, допустим, и Безоруж 3 тира. В общем, все, что таргет на этом будет лететь по 2 целям. Благодаря магической призме. Но я ее брал чисто для того, чтобы лагуна по 2 целям летела. И с помощью гримтача она раздваивалась намного лучше. Вот ради чего я ее брал. Пошел контент. Оп, новый герой сюда. Вместо орка жреца и дальше берем уровень. Мне нужен 10 уровень. Я очень надеюсь, что вот этот вот рыцарь не потеряется в винстрик до 30 раунда. Ну ладно, до 31 раунда, потому что на 31 раунде я хочу к нему прийти и забрать у него его винстрик. И надеюсь, что мне упадет реликвия косы. И я заберу весь этот вкусный куш, который он для меня подготовил. Кто вдруг не знает, как работает коса, то весь винстрик, который сбивается, начиная с 5 единиц, опыт начинает умножаться. То есть у него сейчас 19 винстрик. И была бы у меня на текущий момент коса, и я бы выиграл раунд, то я бы забрал у него 19 монет и 38 опыта себе добавил. Это нереальная сумма. Так мало ли того, что я бы с винстрика себе добавил. Там СФ такой грозный. А чё с уроном? А чё СФ так мало урона нанес? Там СФ в 3 звезды, но по итогу он 6000 урона всего лишь нанес. Это что за прикол? А чё это за бред такой? Да, у него посох 3 тира нет, но все равно он должен был много урона нанести. Почему так мало урона нанес? Может, из-за того, что я там кучу фигур позабирал? Ну, как вариант, возможно, да.
Но чел на первом месте, кстати, до сих пор держит винстрик. И это хорошо. Тут на самом деле хорошо то, что есть хан. Можно поставить будет себе 4 горна и тем самым выигрывать себе время и тупо слин накидывать в лицо по полной программе. Да что за бред? Откуда эти подсказки появились? Жесть. Так, вылетевший чел. Свена забрал. Нормалек. А, тьфу, это не вылетел. Все, я понял. У меня винстрик головного мозга начался, потому что я смотрел только что на самые последние места, смотрел на вылетевшегося чувака и думал, что это я его выношу. А то чел с винстриком его выносил. Ну бывает, бывает. Ну чуть-чуть мозг поплыл. Ну что теперь поделать? Сумонов тут нет, но зомбаря закину перчатку. В любом случае, потом нужно будет переделывать. Все. Так, я очень сильно хочу, чтобы у меня упала коса, либо реликвия яиц. Если упадет реликвия яиц, я бы хотел нового героя собрать в 3 звезды по длину. Это было бы нереальная тонна урона. Больше, в принципе, из предметов мне ничего не надо. Бэмс. 3000 урона с лагуны. Бэм. Нормально так урона вкидываю. Так, я хочу зарандомить. Ребята, сейчас держим за меня все кулачки. Абсолютно каждый из вас должен сейчас держать кулачки и поддерживать меня на 200%. Кто этого сейчас не делает, тот что-то коричневое. Блин, ну по идее сейчас он не такой уж и сильный стол, чтобы я не смог его забрать. При том всем, ни у кого из них нету медальона. Для меня это как бы, ну, вообще 10 из 10. Кстати, еще кто вдруг не знает, то посох 3-го тира умножает молнии с предметов. То есть, допустим, если у вас молнии 5-го тира либо 2-го тира, то молнии наносят намного больше урона магического из-за того, что у вас есть посох 3-го тира. Вот так вот. Кто вдруг не знал. Это очень сильный предмет для умножения магического урона. Со всех источников. Кстати, здесь будет легионка в 3 звезды. Но больше всего меня опасает вот этот вот чел, который играет через ведьмаков. Он играет сейчас через и антимага, и Свена, и СФа. Ну, в принципе, почему бы и нет. Но у него медальоны есть. Вот это вот плохо. Оп, дизраптор. Оп. Смотрите. Смотрите внимательно, что сейчас будет. Кто вдруг не знает, то, что я только что показывал, так это я показывал то, что я сейчас получу винстрик. То есть я по-любому здесь выиграл. Когда показывается за серию побед +1, это означает, что я 100% выиграл. Смотрите, смотрите, смотрите сюда. Ай-яй-яй. Жаль, что здесь импресска упала последним героем. Ой, как жаль. 2 дизраптора еще пришло так чисто на сдачу. А можно Хана, пожалуйста? Так Хана хочется увидеть. Хотя и дух 5 пришел неплохо. Вообще, нужен ли мне омник? Вопрос. Оу. Вот это хорошо. Нужен ли мне омник? Вот в чем вопрос. Вообще, надо будет мне предметы скипнуть. ТБшка в 3 звезды, Свен в 2 звезды, чел на ТБшке гений. Это просто гений. У него ТБ с драконьим рогом стоял рядом со Свеном. По итогу этот ТБ взял и перевоплотил Свена. Это гений. Это непризнанный гений. Премию Дарвина, пожалуйста, молодому человеку. Это гениально. Это гениально. Он играет через антимага, когда у него есть Свена в 2 звезды с идеальными предметами. При этом он еще и драконий рог закинул в ТБ. Это просто сверхразум. Без обид, конечно, сказано, но это реально сверхразум. Всегда бы такие противники попадались. Всегда. Еще и дизрапторов 2 звезды нашел.
Не, я предметы перекидывать не буду. Я очень хочу, чтобы мне сейчас пришел хан. Пока что поставил, если что, орка жреца вместо духа пятерки, так как он дороже стоит. Дума забрал, кстати. Это хорошо. Потому что Дум в СФ накинул свой сайленс и вылетел по итогу из игры. Хорош. Красавчик. Красавчик. Может же, когда хочет. Дай хана. Так, убийца Горн есть, а теперь хана давай. Нет, ты мне хана давай, говорю. Да ты глянь. Ни в какую хана не хочет давать. Плевать, кому предметы закидывать. Вот, типа вот баша первого тира. У меня в любом случае Забарь ничего не сделает. Ой, ты чел красавчик. Просто. Боже, они меня удивляют с каждым разом все больше и больше. Ух ты, как я много урона ему нанес. Так, все, мы остались 1 на 1 с этим рыцарем. Почему они меня удивляют? Да потому что, ну как так-то? Зачем ты всех кучно ставишь, если ты видишь, что у меня есть дизрапторов 2 звезды? Это жестко. И жестко то, что мне не идет хан. Это вдвойне жестко. Я даже сейчас на самом деле жрецов не буду ставить. Просто хочу на характере его снести. Без жрецов. А просто с сильным столом. Даже если мне не пришел новый герой в 3 звезды. На самом деле я очень сильно хотел, чтобы мне пришел новый герой в 3 звезды. Это было бы нереально. Много урона. Там прям развал кабины был бы в пух и прах. Я все-таки надеюсь, что хан сейчас придет. Ну-ка, ребят, призовите хана. Ну, чел, кстати, играет через бабку. Ну ладно. Ну, я возьму МКБ. Возьму МКБ, потому что я хочу, чтобы у меня Лина с руки наваливала. Помимо лагуны, еще и с руки наваливала, потому что она же будет ускоряться во время своей лагуны с каждым разом все быстрее и быстрее. Поэтому давай так делать. Красиво, делаем красиво, прям очень красиво. Вот так. Так, теперь что мы дальше делаем? Тебя мы продаем. Ищем предметы. Вот эти вот все предметы удаляем. Блин, я хочу косу взять. Хочу косу взять, потому что у меня сейчас, во-первых, коса добавит магического урона, плюс она будет лететь по 2 целям. Ну и я считаю, что вражеского керри выключить на 6 секунд из игры — это прям катастрофично много. На 6 секунд вражеский керри тупо отвалится из игры. Сильно? Я считаю, это очень сильно. Ну, еще вот так вот в дизраптора закину молнию, чтобы он быстрее ману регенил. Опять у него все кучно. Просто чел даже не видит то, что у меня есть дизраптор, тупо всех кучно ставит. Какой же ты гений? Какой же ты гений? $12 000 урона еще от нового героя. Да. Спасибо, хан, что ты пришел. Ну ладно, не пришел ты. Что поделать? Сейчас будет конечная. Ну, тупо до сих пор ставят всех кучно. Мне вот интересно, что у него в голове на текущий момент? Что он ставит всех так кучно. О! О! Легионка, керри, 600 урона с руки. И там бабка, кстати, по-моему, в 3 звезды собралась. Прикиньте, там бабка и легионка в 3 звезды собралась. Неплохо, неплохо. Но керрит он легионку. Но у меня так много контроля, что вообще плевать на эту легионку. Плюс у меня еще и горна агро есть. Как же все равно. Ой-ой-ой-ой-ой. 27 000 урона. Ой-ой, 29 000 урона. Ну это красиво, это очень красиво. Не хватило на самом деле 2 опыта для того, чтобы я себе взял 12 уровень. Ну и так красиво взял сейчас короля второго.
Красота. Удивительный персонаж на третьем месте. Ну, мне добавить нечего насчет третьего места. Но на втором месте тоже хороший. Зачем всех кучно ставил? Без понятия, зачем он это делал, но я омываю руки. Не знаю, зачем он это делал. Игра хороша. Противники, конечно, были максимально странные. Особенно на третьем месте. Такой сильный стол. По итогу ТБшка у него зарешала и отправила его закономерно в топ-3. Удивительно. Удивительно. Что еще сказать? Удивительно. Ну, а добавить-то и нечего. Красивая игра. Кстати, как вам скиллуха? Если что, у меня был шанс выпадения на легендарную фигуру 8%. Шли все легендарки, но вот нужная одна не пришла. Это я говорю по поводу Хана. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудь поставить свой лайк. А если ты еще не подписан, то подпишись. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.